Всем привет, с вами Фейколон, и сегодня мы продолжаем проходить звук капли падения в яд. Да. Ох, я намучился, пока записывал в четверг. Сейчас вроде уже все. Да. Ну как, все прошло уже аж 3 дня. Еще 5 шел бы. Ладно, давайте продолжим. Теперь осталось лишь сожаление, если бы я отправилась искать ее дальше. А раньше, если бы с самого начала обменялись с ней этими злочастными брелками. На прошлое не изменить, и то сожаление никуда не деться. Так что с тех пор, в надежде, что мне все же удастся обменяться с ней, я всегда упрямо носил при себе брелок, розовую капельку с амулетом медузы, словно сокровищем. Я роюсь в сумке, пытаясь нащупать брелок. А? Что? И почему именно сегодня я умудрилась его забыть? Его нет, его нет ни в сумке, ни в карманах. Эх, я непроизвольно вздыхаю. В конечном итоге я упустила Марии и отговорилась от Химена. Карта Океанариум была у нее, поэтому придется как-то справиться самой. А? Удивленно вскрикиваю я, когда мне в нос ударяет резкий запах. Не в силах его выдержать, я зажимаю себе нос. Однако помогает это мало, и все равно ощущаю эту смесь запахов, вонь нечистот, серы и тошнотворного смердящего уксуса. Хлюп. Пытаясь убраться подальше, наступая ногой на нечто мягкое, я боязливо опускаю взгляд и вижу то, что является источником этого гнилого или гнилостного запаха. Чей это? Ай, мухи, фу, уходите. Этот труп, не знаю чей, но довольно крупный. Примерно такой же длины, как расстояние между ладонями, если бы я расставил руки в сторону. Мертвое тело понемногу разлагается и уже утратило первоначальную форму, но по выпущенному круглым глазам и слегка выдающимся хвост. Как же эти мухи надоели! Сбивают меня. Хвостовому плавнику я понимаю, что это была рыба. Наверное, точно определить, что это за рыба, невозможно, но по очертаниям она похожа на пираруку. Незнакомые эти мигающие жуткие глаза, присущие пресноводным рыбам. Меня тошнит. Я медленно убираю ногу, но маленькая часть разлагающейся тупи пристала. В подошве я замечаю, как под ней что шевелится. Но до уха доносится едва различный мне шелест крылышек, и я понимаю, что отчаянно извивающееся существо насекомое. А? О, реально рыбки. Да, рыбки, но я-то ставить на привычку не буду, потому что меня, кажется, меня YouTube забанит. Он же говорит, защищайте детей. Да. На нем включается подсветка экрана и освещает мертвое тело. Впитывающий в себя свет кашеобразного гниющий труп, разбегающийся в стороны от западных лучей насекомые и белые ленточные черви, которые, как ни в чем не бывало, продолжают копошиться в плоти. Да хватит мухи летать, мне надоело уже. Подсветка вскоре исчезает, и в наступившей темноте остается лишь вонь, витающая вокруг, будто марево насекомых, вид которых опечатался в моих глазах. Ну, тут тоже как-нибудь оставлю. Небольшая техническая часть. Терпи. Я тут же стискиваю зубы, пытаясь
сдержать подступающую тошноту. Кислотный вкус желудочного сока и запах слюны смешивается с ним, ударил мне в нос, отчего у меня заслезилось в глазах. Почему так больно? Но ответа на мой вопрос нет. Мне не остается ничего другого, как закрыть глаза руками. Но с выключенным зрением и силой с обаяния вонь тухлой воды и трупа начинает чувствоваться еще острее так, что мне приходится приоткрыть глаза. Не хочу. Что здесь происходит? В этом месте происходит проходит множество посетителей. Откуда тут взялся здесь труп? Или же я в погоне за Марин потерялась и зашла куда-то не туда? Хотя нет, дело не в этом. Странно то, что в Икенаре вообще существует такое место. Как бы то ни было, я должна отсюда выбраться. Сильное зловоние почти осязаемо. А, это все еще этот, что ли? Воспоминания, да, это все еще воспоминания. Я только что допил, что это все еще воспоминания. Ну, потому что вот по этой штуке, я помню, когда заканчивал, прошлый раз там вот такая фигня была. Ну, такого же вида. Сильное зловоние почти осязаемо. Хочу побыстрее отсюда уйти. Я успокаиваю себя, что это просто мусорка, и я могу спокойно уйти. Вернуться туда, откуда пришла? Нет, так я не могу. Так я могу нарваться на Химена. Или нет? А, точно! Они ж этот... Когда показала брелок, она такая типа ушла, да. Вспомнил все. No problem. Значит, забыл про это. А с нею я видеться сейчас не хочу. Мои глаза привыкли к темноте, и я ищу путь наружу. Аквариумы вокруг разбиты, оставшаяся в них вода сгнила, а рыбы умерли и просто валяются вокруг. Лучше бы я этого не видела, однако, чтобы найти выход, мне приходится осматриваться. Но нос начал неметь, и благодаря этому я смогла немного собраться с духом. Вскоре я заметила тусклую аквариумную сигнальную лампочку за одним из резервуаров и, и направилась к нему, будто увидев свет в конце туннеля. Несколько раз под ногами что-то хлюпало, но я старалась не обращать внимания. Такое ощущение, что чем ближе я приближаюсь к свету, тем слабее становится огонь. Передо мной, перед самой дверью, когда я уже начала привыкать к валяющимся до пола осколкам стекла и гнилым трупом рыб, на очередном шаге чувствую, как уткнусь в что-то твердое. И это уже почти спокойно пускай глаза, чтобы посмотреть. Нет, нет. Такое чувство, словно мое сердце остановилось, и кровь перестала течь по жилам. Случайно пнула я нечто иное, как круглое с волосами, с двумя глазами, с носом, в котором еще остались кости, с ртом и все вместе это Мари, да? Человеческое лицо. О, боже мой. Что это за звуки, не страшно? Если точнее, это голова, а не лицо. От удара она безжизненно откатывается. Мне стало противно от того, что в такой ситуации я остаюсь спокойной. Белую кость черепа я вижу только в районе лба. Должно быть, процесс разложения начался не так давно. Нет, да и вообще. Почему здесь валяется только одна человеческая голова, без тела? Очевидно, что это простая подделка. Я не стала смотреть в ту сторону, куда она катилась. Безуспешно пытаясь убедить себя, что это была не человеческая голова. Я желаю как можно быстрее отсюда убежать, берусь за ручку двери, дрожащими непослушными руками. У меня получается открыть ее только с третьего раза. Обычно эти тяжелые противопожарные двери должны были быть не запечатаны.
Брат, эта музыка стрёмная закончилась. Теперь эти скребаные скрипы. О, вот это неплохое, кстати, место. Это, наконец, я вырываюсь из той комнаты и вхожу в следующую. Атмосфера вокруг меня совершенно меняется. Дверь за моей спиной закрывается сама по себе. Здесь очень красиво. На всякий случай, вдруг я ничего не найду. Прозрачная со слабым оттенком голубого цвета вода, в котором плавают сказочные виды медузы. Похоже на толстые колонны в аквариумах. Вода мерцает цветом флюоресцентных ламп, красным и желтым, зелеными и сиреневыми, которые словно призмы преломляют его и возвращаются к новым оттенкам. Хоть я и очутилась в довольно странном месте, все же я заворожена этим живым светом. Кто-то слышал. Химена невольно вырывается у меня. Но тут же трясу головой, пытаясь встряхнуть из мыслей лицо Химена. На этот раз она не побежала за мной. Химена сама решила расстаться со мной. Наверняка я теперь ей не нравлюсь, так что не стоит об этом переживать. Даже на первый взгляд заметно, что здесь множество различных видов медуз. Очень удачно использованная небольшая площадь зала, и выглядит все очаровательно, будто бы настоящее звездное небо в полной мере существующее, названное океанариум Мэнтон. По сравнению с предыдущей секцией, рыбы со всего света здесь не видно ни малейшего признаков разрухи. Интересно, Мария пошла сюда? Ого, тут прекрасно, значит, тут поляк какой-то типа сюжетный, да? Чтобы потом мне не приходилось кучу раз, хотя нет, хотя все равно придется, скорее всего, кучу раз это перепроходить. Если мы будем проходить на все концовки. Хотя если я смогу вот сделать что-то типа маленьких таких бэтентов, ну типа вот таких сейвов заставлять, ну типа если там они есть, то довольно-таки будет весь, ну типа мне не придется данную, но время сэкономлю, да. Что-то или вернуться, или идти вперед. Скорее всего надо. Давайте лучше вернемся обратно. Я вдруг заволновался, Химера, лучше вернуться обратно. Размышляя над этим, именно имею ли я право оставаться здесь и восхищаться красотой этого зала, я возвращаюсь к двери за моей спиной. Хоть мы с Хименой поссорились, мы до сих пор подруги. Если мы вместе полюбуемся на такое красивое место, то быстро помиримся. Стоит мне шагнуть вперед. Когда я захожу за поворот двери, предстает мне секция рыб со всего света. Прежде чем успеваю понять, что находится передо мной, меня поглощает какая-то большая волна. Вместе с мыслью, что все не так, я чувствую, что мы нетрудно дышать в надежде получить кислород, и делаю вдох, и рот наполняется какой-то рыбный слюновой вкус, соленая вода или даже морская. По ее солености я понимаю, что заглотнула морской воды, дышать я не могу. Все вокруг меня вода. Я осознаю, что нахожусь посреди беспроводного моря, в котором нет ни лучика света, ни звука, только тьма. Видимо, первый бэтент. Прежде чем начать думать, почему это со мной происходит, я шевелю руками и ногами. Если ничего не предпринимать, то я захлебнусь. Скорее всего, у меня осталось не больше минуты, чтобы отсюда выбраться. Сколько уже прошло секунд? Хотя это ладно. Сейчас важнее всплыть на поверхность. Также, не видя света над головой, я вынуждена бороться с охватывающей меня безнадежностью. Отчаянно борясь с чувством удушения, я гребу на поверхность, когда внезапно оказываюсь посреди толщи воды
Невозможно понять, где на поверхность, а где... Но так что в этом я доверяю своему инстинкту выживания. Все еще ничего не видно, но в целом я в порядке. Вот так остается лишь успокаивать себя. Одежда на теле висит тяжелым грузом, но все, времени снимать ее нет. Я должна всплыть на поверхность. Это единственная моя мысль. Я слышала, что на глубине моря человека может раздавить давление, но я не чувствую, ничего подобного не ощущаю. То есть я не так глубоко. Скорее просто ты не в море, а в аквариуме. Вот и все. Если буду грести изо всех сил, то успею всплыть на поверхность и вдохнуть воздуха. Сколько уже прошло секунд? В темноте время совсем не ощущается. Но даже так я все равно понимаю, что нахожусь под водой уже довольно долго. Скорее всего, 1 минута уже давно прошла. Вон я уже начинаю чувствовать, как меркает мое сознание. В момент, когда я уже увидела тьму смерти, прямо передо мной брызжили слабый свет. Пузырики. Похоже, что моя чайная гребля все же дала плоды, и я всплыл достаточно высоко, чтобы чтобы поверхность уже близко. Блин, я ужасно читаю, ладно. Я протягиваю руку к этому свету. Это все, что я могу сделать. Потому что ноги мои уже не двигались. Как бы я ни пыталась заставить их двигаться, они не слушаются. Такое чувство, что их что-то схватило. Вывалкивающее ощущение что-то эластичное, но при этом твердого, что охватило мои ноги от кончиков пальцев до бедер. Или это скорее всего, кстати, я понял, что это такое. Это возможно, кстати, то, что выбора между продолжением сюжета и бэтэндом. Такое тоже возможно. Потому что видите, что неправильно выбрал, я умираю. Почти, я, конечно, не верил, может что-то произойдет, я смогу выжить. Я не верила в то, что происходит. Вернее, не хотела верить. Что огромный осьминог обвил мои ноги. Одни его присоски похожи на резиновые, каждая размером с мою ладонь. Это что там за осьминог-то такой? Ну большой, в принципе, да. Мне сложно даже представить его реальный размер. Свет постепенно отдаляется. Я уже закрыл глаза. Почему-то передо мной всплывает улыбка Химены, хотя последний раз я ее видела разозленной. И вот я посреди непроглядной темноты. Я уже не чувствую, что ноги мои кто-то держит. Это не удивительно, ведь ног уже нет. Ого. Мозг бы без поставки кислорода превратился в просто машину, сообщающую мне о происходящем. Механизм, который равнодушно говорит моему уже несуществующему созданию, что ни ног, ни рук я уже не чувствую. Вскоре я перестала чувствовать тьму, ведь я стал ее частью. Бэтэнд, на котором мы скорее всего закончим. Пятно, бездна. Что, даже картинки никакой не будет. Просто концовка. О, все. Фух. Ну да. На плохой концовке мы закончим прохождение этой игры. На самом деле нет, я просто шучу. В общем, да, время почти закончилось. Поэтому я попрощаюсь с вами. С вами был я, Фейкалон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, да, я хотел еще спросить. Мне делать какую-нибудь, группу в Телеграме, в которой буду писать, когда, такие картиночки буду выкладывать, новости и еще какую-нибудь фигню. Напишите в комментариях, если вам нравится эта идея. Все, я, в принципе, уже создал. Но не знаю, нужно ли это вам. Я просто пока не знаю, что надо выкладывать. Поэтому пока ссылку оставлять не буду. В общем, да. Всем удачи и всем